Глава 159. Доминирование. Так значит, Исаги в запасе, да? Впереди, эгоист Исаги Йойчи. За 10 дней тренировок мне так и не удалось попасть в основной состав. И победить Кайзера тоже не получилось. Да и вообще, единственным, кого выбрали из Блюлока, оказался тот, кто выбрался из Wildcard. Кунигами. Черт. Тоже хочу выйти на поле и сразиться вместе с ними. Я ни минуты, ни секунды не потрачу зря. Запечатлю в своей памяти игру и союзников, и противников, и отыщу в ней все слабые места. Правило следующее. Играем до 3 очков. Проводить замены любых игроков можно сколько угодно раз. Один раз за игру разрешается на 3 минуты вывести своего мастера нападающего на поле. Также наставник выполняет функцию тренера команды. А теперь начнем. Первый матч Лиги Неоэгоистов. Германия против Испании. Зирк-зирк. Внезапно сделал такой изящный вертикальный пас, и еще и бэкспин. Отправил мяч на левый фланг, ударив между защитниками. Такой точный пас позволит его цели не сбавлять скорость. Я обречен на смерть. Такова уж роль главного штурмовика. Но это тоже по-своему весело. Прижимаясь к боковой линии, он с помощью грубой физической силы прорывается короткими отрезками. Фэшигури, дриблер танкового типа. И первая ступень ракеты, что отрывается и сгорает при запуске. Но такова жизнь. Кросс из такого положения, но у ворот они в меньшинстве. Мяч летит не к толпе, а дальше. Мяч летит не к толпе, а дальше. Какой грязный пас. Только я могу вовремя подоспеть, чтобы принять его, осьминожка. Офигеть! Отлично принял. Вопреки его поведению, он очень тонко обращается с мячом. Оттуда прокладывает себе путь через толпу. С помощью непрерывных быстрых касаний он так деликатно ведет мяч, будто вдевает нитку в иголку. Покажи, на что способен, Смегма. Ого! Даже в окружении защитников идеально по времени запустил свечку. А там же Кунигами! Несмотря на то, что Кайзер был открыт, он не стал ему пасовать, а принял мяч на грудь и удерживает его силой. Такая суперэгоистичная игра раньше для Кунигами была просто немыслима. Кроме того, он собрался бить не своей коронной левой ногой. Это мощный удар со средней дистанции правой ногой. Как жаль, что я ожидалось от вратаря мирового уровня. Однако, он эволюционирует. Идеальный нападающий без каких-либо изъянов. Все его физические показатели значительно улучшились, и теперь он сможет сам забить гол из любой точки поля. Вот каков он, выживший из Wildcard. Новый Кунигами Ренски. Мяч еще в игре. Ага, идем в контратаку. Ну и что это только что было? Если бы дал пас Кайзеру, он бы забил. Ты же видел его, верно? Твоя неразумная игра с мизерной вероятностью на успех не подходит нашей команде. Да мне поебать, подхалимчик. У меня свой путь доминирования. Подлизывай кому-нибудь другому, паразит. Ай-яй, ну нельзя же так. Кунигами-сан. Это нарушение верности Кайзеру. Ты получаешь первую желтую карточку. Пришло время Бачеры. Что ж, Бачера, теперь давай посмотрим на твою эволюцию. Открывать путь достижения нового Бачеры. Итак, Бачера, ты смог попасть в основной состав испанской команды всего за 10 дней. Давайте поднимем БПМ. Продемонстрируй же свои развитые способности. Итак, какой же футбол не станцевать? 10 дней назад. Офигеть. Настоящие участники молодежной команды Барчи. И настоящий Лавиния. Эй, а что это было? Наушники. Йоу-йоу. Расслабьте булки, парни из Блюлока. А, круто, я слышу японский. Это сколько же денег они угрохали? Серьезно, Лавиния, вы собираетесь учить нас футболу? Типа того. Меня и правда назначили вашим наставником, однако футбола учить я вас не буду. А? И ха-ха. Здесь же собираются создать лучшего в мире нападающего. Но лучше это я. А с вами поделюсь парой подсказок. Он прикалывается? Фиг его знает. Но разве лучше на данный момент не Ноэль Ноа? Чё? Драки захотел желтовласик. Ну так говорили по телеку. Эй, Бачера-кун. Слушай сюда, малец. Кто бы что ни говорил, но лучший в мире это я. Он находится прямо во мне. Оу. Это образ, который есть только у меня. И никому другому не принадлежит.
Если вы хотите стать лучшими в мире, то никого не слушайте. На моей родине, в Бразилии, есть такое слово «джинга». Это означает что-то вроде качаться, ну или трястись. Оно пришло из КПР и слияния боевых искусств и танца. Джинга? Верхняя часть тела покачивается, будто ослабла, а при касании мяч точно прилипает к ногам. Бразильские звезды, которыми я восхищаюсь, уходят корнями в этот ритм. Можно начать с подражания сильным парням. Я таки делал. А затем смешайте все. И создайте свой собственный образ лучшего в мире. Так вы разработаете свой уникальный стиль. Мой образ — это бабочка. Поле — моя сцена. Я просто танцую там в образе лучшего в мире. Зрители приходят в восторг и деньги текут рекой. Вот так я и стал звездой. Как два пальца, да? Футбол — это импровизация в моменте. То есть вы должны ухватиться за тот ритм, что вам по душе. Опа, ты чего, Бачара-кун? Фу. Ха. Вот так, желтовласик. Я не могу сказать себе, как стать лучшим в мире. Единственный, кто может выразить твой образ, это ты и никто другой. Не забывайте, что это ваша привилегия. И новейшие тренировки помогут вам. Значит, вот так я двигаюсь. Совсем не то, что я представлял. Нужно попробовать скопировать движения Лавинии и смешать их со своим образом лучшего в мире. Для этого мне нужно натренировать тело и воображение. Эй, Лавиния, внутри меня тоже есть образ. Я называю его монстром. У тебя хорошие корни, а значит, такова твоя оригинальность. Но я преодолел этого монстра и стал сильнее. Какой же мне еще придумать образ, чтобы достичь новых высот? Так это твой монстр пропал? Нет. Вообще, он появляется, когда я захочу. Тогда все просто, желтовласик. Тебе нужно поднять своего монстра на новый уровень. Он проводник твоей оригинальности, что укажет путь к лучшему в мире. Ого, он обыгрывает немцев 1 на 1. Круто. Дриблинг Бачера работает, но ощущение, будто его поза изменилась. Может, перестал тратить энергию понапрасну? Нет. Его центр тяжести стал более сбалансированным. Он ведет мяч, буквально приклеив ноги к нему. И эти касания практически не нарушают его центр тяжести. Верхняя часть не подается вперед, и при этом мяч не отдаляется от ног. Его следующее движение невероятно трудно просчитать. Что это, черт возьми, за дриблинг такой? Тео Сакс встал на месте, когда у него столько вариантов для обхода. Я соединю Джингу Лавинию с движениями моего монстра. Представлю противника на воображаемом поле, затем заставлю его сдвинуться первым. Так и не сдвинулся. Все еще на месте. Засранец. Хрен с тобой, сам подойду. И когда прочту движение, обойду его. Новый стиль в дриблинга Бачера Мегура. Джинга X Monster. Танцуй, желтовласик. Твою ж. Бачера, ты не перестаешь меня удивлять. Танец Бачера становится только энергичнее. Погнали, герой из Wildcard. Начинается битва 1 на 1 с возрожденным воином Блюлока. Не знаю, через что тебе пришлось пройти, чтобы вернуться, но я рад снова тебя видеть, Кунигами. Бачера, если ты ищешь партнера для танцев, то я буду ведущим. Нужно выждать и действовать. Последовало за моими движениями. Какие невероятные рефлексы. Тогда широкое двойное касание, а затем заманить его и увеличить темп, оставив позади. Скоростное двойное касание. Бля. Одних мышц недостаточно, чтобы стать моим партнером по танцам. А как тебе такое? Я тебе раздавлю, Снегма. Ого, какое отличное прикрытие. Двойной прессинг с кунигами в качестве приманки. А если вот так? Что за... Насмешливый пас пяткой с подъемом? Отличная танцующая пчелка. Игнасио Лала. Искусство ниндзя. Игра без мяча. Тики-така на дзюцу. А Тоя? Они подключились к нечитаемому ритму Бачеры? Отличная импровизация. Химическая реакция фристайла. Пчелиный удар. Да ладно. Бум! От этого свободного футбола просто дух захватывает. Так вот каков он. Так вот каков он. Стиль испанского ФК Барча. Вамос! Галаза Бачера! Охренеть! Бачера сердце их команды!
Дримлинг Бачер явно отличается от того, что был раньше. До этого он просто делал все, что хотел. И продолжал атаковать, как вздумается, словно ребенок. Сейчас же, выжидая оппонента, в каком-то смысле он научился делать взрослый выбор. Также резко увеличился диапазон его дриблинга. Свободомыслящая среда ФК Барча позволила расцвести уникальности Бачеру и Мегуру. Мы еще не закончили. Узнав о Джинге, я могу стать еще сильнее. Так вот о чем тогда говорил Эго. Выберите для себя лучшую среду. Неважно, сделаете вы хороший или плохой выбор, ваша жизнь в любом случае будет разрушена. Возможно, это и подразумевалось под средой. Если все так, то чему же я могу научиться? В выбранной мной среде Бастард Мюнхен. Стиль этой команды – рациональность. Если судить по их недавней игре, в ее основе лежат устранение лишних движений и прорыв к воротам на кратчайшее расстояние. И, как правило, все голы забивает финишер Кайзер. Будь я сейчас на поле, какой ход был бы верным? Должен ли я следовать их правилам и придерживаться роли поддержки Кайзера? Нет. Все же у меня нет никаких индивидуальных навыков, как у этих парней. Но если буду игнорировать правила и играть ради собственного гола, то стану изгоем, прямо как Кунигами. Черт, что же мне делать? Если так продолжится, Кунигами же могут заменить. Его игра слишком эгоцентрична. И то верно. С точки зрения рациональности это создает помеху в команде. Наставник же имеет полномочия тренера по команде. Я готов выйти в любое время. Рано. У меня еще нет четкого представления о том, как вклиниться в игру. Даже если меня сейчас выпустят на поле, я ничего не смогу сделать. Блин. Честно говоря, вряд ли что-то выйдет. До сих пор у меня получалось сражаться только потому, что Блю Локи мог спокойно выставлять свое эго на показ, соревнуясь среди таких же личностей. Однако в этот раз не только Кайзеру, но и всей системе Бастард Мюнхен нужно доказать свое существование. Вот блин. Вы полный отстой. Сдохни, ленивый мусор. Это конфликт в основном в составе про уровня. Добиться нужных числовых значений и попасть к ним уже нелегко. Что уж говорить о том, чтобы доказать свое существование во время матча. И сейчас я предоставлен сам себе, кроме того, как нападающему мне нужно изменить свой стиль игры. Существование Кунигами является для меня подсказкой. Для попадания в основной состав я буду продолжать внимательно наблюдать. И найду пазл победы над Кайзером. Итак, что ты будешь делать дальше, Кайзер? Острая казнь.